Привет, народ! Люди, зрители, подписчики, не знаю кто, короче, просили сделать измерение двигателя. Никогда я при обзорах этим не занимался, думал все по маркировке, но люди пишут, что маркировке этой верить нельзя. Ну, я не знаю, как не верить маркировке, но, как бы там ни было, я пообещал, в принципе, сделать. Это, тем более, не занимает много времени, поэтому давайте измерять. Так, просили длину якоря. Первое измерение делаем вот здесь. Так, смотрю, сам показываю вам. Значит, 25,4 миллиметра. Что-то в этом роде. Второе измерение делаем уже полное. Вот здесь. Так, и нам здесь говорят, что здесь ровно 32 миллиметра. Диаметр вала, кому интересен, давайте замеряю. Значит, 10,5 миллиметров. Так, и, конечно же, диаметр вала. Ой, вала, говорю. Ротора. Так, что у нас получается? Получается ровно 26 миллиметров. Диаметр ротора. Так, на этом, наверное, все. Диаметр крыльчатки, я, наверное, думаю, что никому не интересен. Ну, давайте я уже сделаю, так как мало ли чего. Итак, диаметр крыльчатки 52 и... Плохо тоже видно. 52 и 35. Что-то в этом роде. Так, приступаем к статору. Значит, просили длину статора по металлу. По металлу у нас получится, значит, следующим образом. От пластика до пластика. Смотрим. 25 миллиметров, считай ровно. Давайте статор возьмем, померяем и по пластику, а то опять скажут, не померил. Так, по пластику длина 38 миллиметров на небольшом минусе. Уж тут десятки высчитывать, думаю, смысла нету. Так, далее диаметр. Диаметр ровно 50 миллиметров. Кто-то писал там про движки в комментариях 48 миллиметров. Ну вот здесь хотите верьте, хотите нет. Движок ровно 50 миллиметров. Итак, внутренний диаметр. Так, 27 миллиметров, считай ровно. На небольшом минусе. Минус она, наверное, десятка. Так, далее, что мы померяем? Больше ничего не померяем. Также просили показать поближе обмотки. Вот так все это дело у нас выглядит. То есть сделано добротно, качественно. Значит, хотел я было отогнуть немножко вот этот вот проводок, чтобы измерить диаметр хорошо его. Но я не смог, так как он отлично приклеен лаком. Просто не смог оторвать. Да и в принципе уже не хотелось, сами понимаете, применять тут большую силу. Здесь то же самое. Выглядит все вот как-то так. Много-много лака. Так, но нашел я одно единственное место. Место это вот здесь вот. Вот наш одиночный проводок. И сюда я подлезу губками Штангена и попытаюсь измерить диаметр. Но опять же, друзья, диаметр будет измерен, как вы сами понимаете, вместе с лаком, с лаковым покрытием. Конечно, плоховато туда влазить, но давайте вот как-то так. Значит, 1,2 миллиметра. Давайте еще одно измерение, чтобы было максимально точно, немножко в другом месте. Так, что здесь? 1,2 миллиметра. Третий раз мерять нет смысла. Короче, диаметр провода с лаковым покрытием 1,2 миллиметра. Не квадрата, а просто диаметр провода. Вот как-то так. На этом будем закругляться. Значит, народ, просили меня сделать обзор на аккумулятор. Я пообещал, даже написал, что сегодня займусь. Но немножко есть у меня семейные проблемы, поэтому обзор будет. Но, честно скажу, не знаю когда. Пока буду выбрасывать то, что есть, и что-то короткое. То, что не занимает много времени. Все, всем спасибо, всем пока, до новых видео, до новых встреч.